Привет, друзья! На днях я анонсировал этот прекрасный обзор, на котором я сегодня вам расскажу про мой новый микрофон, динамический, кардиоидный, с XLR входом, модель K669D. Приходит он вот в этой прекрасной упаковке, в которой нас, в принципе, ничего и не встречает. Внутри мы можем найти некоторое описание данного микрофона, брошюрку, стойку, которая сейчас стоит у меня на столе, и сам микрофон. Когда я говорю про XLR вход, имеется в виду, что данный микрофон работает только с помощью внешней звуковой карты. На данный момент от компании Fifine, про которую я рассказывал на днях, можете посмотреть отдельный обзор на него. Классная штука, работает в связке просто прекрасно. И все это я рассказываю, конечно же, чтобы вы услышали просто мой голос. Давайте рассмотрим сам микрофон. Сделан он добротно, он увесистый, из металла. Потом за кадром я обязательно разберу его, и вы посмотрите, как выглядит внутри капсуль. Он находится в неком резиновом подвесе, который гасит какие-то встряски и так далее. Потому что сам микрофон, как мы видим, он без виброподвеса, как, например, подобный от той же компании Fifine, которым я пользуюсь, записываю на него голос отдельно за кадром. Его вы тоже слышали много раз, на него есть обзор, можете тоже посмотреть. Интересный микрофон, но сегодня не про него. Так вот, в данном микрофоне подвес встроен в самом капсуле внутри. Также плюс этого микрофона то, что когда мы в него что-то говорим, мы можем говорить это близко. И всякие звуки типа П, В, К, Т и другие раздражающие слух звуки, они гасятся, потому что оболочка микрофона расположена не непосредственно над капсулем, а при некотором расстоянии до него. Тем самым всякие неприятные звуки гасятся автоматически. Здорово? Супер! Давайте пройдемся по брошюрке. Что пишет нам Fifine? Сам подвес крепится на резьбу 5,8 или 3,8, на любой пантограф или штатив или еще что-то, что вполне удобно. Сам микрофон кардиоидной направленности. Это означает, что весь звук, который находится сзади микрофона, он глушится. Записывается только тот голос и звук, который направлен в сам микрофон. Сейчас вы слышите, как звук, записанный сзади этого микрофона, гасится автоматически. И вот только я направляю его на себя, голос становится прекрасным, естественно. Кому я могу порекомендовать данный микрофон? Конечно же, спикерам, подкастерам, всем тем людям, которые не хотят тратиться на супердорогие микрофоны. В принципе, зачем, когда компания Fifine делает это за недорого. И я с уверенностью могу сказать, что данный микрофон, как и остальные этой компании, меня удовлетворяет. У меня в будущем будет обзор большой, сравнение нескольких их микрофонов, потому что я с самого начала пользуюсь именно этой компанией. Это не будет рекламы никакой. Я просто хочу сделать ролик, в котором будет слышно разница между дешевыми и дорогими микрофонами. Я слышал сравнение данной модели с другими фирмами, такими как Shure или Sennheiser, что само по себе звучит круто, но цена их в десятки раз выше, и разница в звуке была минимальная, можно сказать, даже одинаковой. Sennheiser, например, по моему ощущению, даже проиграл в некоторых аспектах, на слух, конечно же. Все, что я сегодня говорил, вы слышали без обработки голоса, а сейчас, если вот включить немножко обработку звука, я думаю, голос становится более, может быть, бархатистым, может быть, верхи подчищены, может быть, низы. Но вы можете сами услышать, как это звучит в небольшой обработке в видеоредакторе. Я эту модель хочу использовать с помощью подвеса журавля при записи различных видеообзоров. Думаю, подвесить его над собой, направить на себя, и звук, я надеюсь, будет замечательным. Чтобы не пропустить эти все обзоры и услышать еще раз, как работает эта модель, подписывайтесь на канал, подписывайтесь на мою группу в Telegram. Спасибо за ваши лайки. Впереди много интересных новостей и обзоров. Пока-пока.